Позади уже 12 сезонов этой необычной карьеры за молодежную академию РБ Лейпцига. И сейчас на очереди у нас обзор уже 13 сезона. И что же ждет команду, особенно учитывая те усиления, которые появились в команде в прошлом выпуске. Давайте будем с этим смотреть. Приятного просмотра! Также, если вам интересно расписание видео или другие новости моего канала, в описании есть ссылочка на группы в Телеграме и Инстаграме. Что же касается новых 5 перспективных футболистов, то тут, как я вижу, РБ Лейпциг снова на перспективу купил себе футболистов из других стран, и у одного из них есть просто-таки сумасшедший потенциал. Да и на пике рейтинг 90 у правого защитника румына. Просто шикарнейшее усиление будет для команды в конце этого сезона, если они, конечно же, его не продадут. Но все эти футболисты пополняют команду только в конце этого сезона. Ну а как сам сезон для них сложится, давайте сейчас посмотрим. Началось все с разгромного поражения от Баварии 5-1, а после этого минимально удалось переиграть Штутгарт. Ничья 1-1 против Вердера — это довольно плохой результат. Еще одно минимальное поражение нас ждало в первом раунде Кубка Германии, там удалось пройти Ганновер 96. А вот теперь победа уже покрупнее, 3-1 переиграли Майнц. Но нулевая ничья против Юниона Берлина — это как вообще так получилось? Зато общий этап Лиги Чемпионов начинает с победы 3-1 над турецким Бешикташем. Еще и 4-0 разгромили Айнтрахт. Ну и 3-1 переиграли Вольсбург. Во втором туре общего этапа снова одержали победу, 2-0 вынесли Young Boys. 4-0 разгромили Боруссию Мönchengladbach и также со счетом 2-0 переиграли в Лиге Чемпионов, в этот раз уже Атлетик из Бильбао. Но в чемпионате ничья 1-1 против Санкт-Паули и ничья 1-1 против Дортмундской Боруссии — это не самые лучшие результаты. Но зато удалось выиграть Байер со счетом 1-3. Но вот в Лиге Чемпионов против лондонского Арсенала команду ждал тотальный провал, 5-1 позорнейшее поражение. А затем еще вылетели по серии пенальти от Хофенхайма в Кубке Германии. 1-1 и 3-1 по серии пенальти. Еще и нулевая ничья против Фрайбурга. С большим трудом, но вот ФК Аугсбург удалось переиграть 2-1. Но и нулевая ничья против турецкого Фенербахче. А вот в чемпионате вынести Хофенхайм удалось с разгромным счетом 4-0. Вот бы хотя бы один из этих голов залетел у них в кубке. Как же меня разочаровывает, что команда снова теряет 2 очка против довольно слабой команды в Бундеслиге. Да и еще и с минимальным счетом проигрывают клубу Брюгге в Лиге Чемпионов. С таким же минимальным счетом проигрывают Кёльну, и нулевая ничья против Гамбурга. Что вообще не так с командой? Но вот проиграть Мюнхенской Баварии со счетом 1-2 это на самом деле довольно еще неплохой счет. Но куда круче переиграть с минимальным счетом ПСЖ в общем этапе Лиги Чемпионов. И наконец-таки очередная разгромная победа 4-0 в Бундеслиге. Нашей жертвой в этот раз стал Штутгарт. Ну и получается, в обоих матчах этого сезона против Вердера РБ Лейпциг потерял очки. В Лиге Чемпионов, кстати, им еще и удалось обыграть Атлетико Мадрид 2-1. Вот это очень круто. Ну и как оказалось, РБ Лейпцигу буквально немножечко не хватило, чтобы сойти в топ-8. Они финишировали в общем этапе на 10-й строчке, 5 побед, 1 ничья, 2 поражения, 16 очков, ну немножечко, получается, не хватило разницы голов. На самом деле были матчи, где они явно могли сыграть лучше. Ну и уж точно, лучше они могли сыграть в матче против Юниона Берлина, а не вот так вот проиграть с минимальным счетом. Это просто кошмар, дальше еще и нулевая ничья против Майнца. Но что касается первого матча 1/16 Лиги Чемпионов, то там достался местный противник Боруссия Дортмунд, и первый матч закончился с минимальным счетом в пользу РБ Лейпцига. Также им удалось переиграть Айнтрахт в Бундеслиге, но уверенней со счетом 2-0. Ну и такая же минимальная победа нас ждала в ответной игре. В итоге 2-0 общий счет, и РБ Лейпциг будет в 1/8 стадии. Ну а до этого они выносят 5-1 в Бундеслиге Вольсбург, затем играют на ничью 1-1 против Боруссии Мönchengladbach и 3-0 переигрывают Санкт-Паули. Но в Лиге Чемпионов у нас произошел реванш против лондонского Арсенала, но все так же поражение 1-4. Также РБ Лейпциг не досчитался 2 очков в матче против ливеркузенского Байера. Но хотя бы удалось переиграть ФК Аугсбург, правда с довольно тяжелым счетом 2-1. Ну и в Бундеслиге тоже удается забирать 3 очка против Дортмундской Боруссии. И кстати, все так же минимальная победа. Ну а ответный матч против Арсенала закончился также поражением 4-1. Общий счет 8-2. Ну и к сожалению, дальше 1/8 стадии РБ Лейпциг не сможет пройти.
Радует хотя бы, что после этого мы видим разгромную победу 4-0 против Фрайбурга. Ну и после этого 4-1 выносят Хофенхайм, с трудом 2-1 побеждают Гройтер Фюрт, ну и 5-0 без шанса уничтожили Кёльн. Ну а завершающим матчем сезона стала уверенная победа против Гамбурга 3-1. Круто, конечно же, что чемпионат они закончили победной серией, но в итоге в Бундеслиге финишировали всего лишь на 3-й строчке. На самом деле не такой уж плохой результат, учитывая все предыдущие сезоны этой карьеры, но я, очевидно, от РБ Лейпцига на протяжении уже стольких сезонов должен ждать куда большего. 68 очков, немного не хватило до второй строчки, а до первой уж слишком далеко. К тому же РБ Лейпциг вторая команда по забитым голам и вторая команда по лучшей обороне в лиге. В гонке бомбардиров, кстати, футболист РБ Лейпциг разделил первую строчку с игроком Баварии, оба забили по 34 гола. Но вот по ассистам не все настолько красиво. На 6-й строчке игрок РБ Лейпцига, ассистировавший всего лишь 9 раз. Ну и давайте я вам напомню, как выглядел состав РБ Лейпцига на момент начала этого сезона. А вот так вот он изменился. Как видите, некоторые футболисты срегрессировали, но это классическая история для этой игры. Я уже этот вопрос поднимал раньше в предыдущих выпусках. Дело в том, что в игре как-то так это сделано, что если молодой футболист слишком резко прогрессирует по рейтингу, то игра искусственно убивает его рейтинг. Здесь фактически случилась такая же ситуация, но давайте больше выразим все это в числах. Что касается среднего рейтинга, он упал с 86 до 85, что в целом логично. Средний рейтинг стартового состава упал с 87 до 85,9, то есть на единицу почти что. По плюсам, по минусам рейтинга, если пройтись по всем позициям, то случился здесь регресс на минус 12, что в целом тоже полностью логично. Но что касается футболистов, прошедших через мою академку, то здесь все так же есть 4 футболиста, которые когда-либо играли в моей молодежке. Ну и также те самые плюс 3 игрока, самые крутые, с которыми я провернул кое-какую авантюру в прошлом выпуске. Ну и конечно же, давайте еще обсудим, как сложился сезон для моего Red Bull Зальцбурга, который и служит, собственно, академкой для РБ Лейпцига. Что касается чемпионства, нас ждал тотальный крах. Второй сезон подряд мы не взяли чемпионство, заняли вторую строчку и набрали только 64 очка. Это на самом деле для нас было очень мало. Но хотя бы нам удалось выиграть Кубок Австрии. В первых двух стадиях мы уверенно прошли не самые сильные команды. В третьей стадии был полуфинал, и там мы справились с довольно сильной командой, ну а в финале раскромили нашего принципиальнейшего противника 5-1. А что касается Еврокубков, то, во-первых, напомню, в прошлом выпуске мы выиграли Лигу Чемпионов, поэтому в начале сезона против Тоттенхэма сражались за Суперкубок Европы, и обидно, что мы проиграли им с минимальным счетом. Ну а в Лиге Чемпионов впервые за всю эту карьеру мы сумели в общем этапе финишировать в топ-8. Вот это на самом деле прорыв. Мы вообще финишировали вторыми, хотя раньше имели состав, который тоже бы позволял зайти в топ-8, но почему-то не получалось. В итоге впервые начинаем Лигу Чемпионов с 1/8 стадии. Там нам достается Атлетико Мадрид, который мы переиграли в первом матче 4-1, так же, как и переиграли их и в ответной игре. Общий счет 8-2, такая же ситуация, как и у РБ Лейпцига сложилась с лондонским Арсеналом, но тут мы уже были в роли не РБ Лейпцига, а лондонского Арсенала и прошли дальше. В четвертьфинале нам достался довольно-таки сильный Ливерпуль, сильный, потому что первый матч мы закончили на ничью 1-1, а второй матч выиграли, но со счетом 2-0. Общий счет 3-1, на самом деле не настолько уверенно, но прошли дальше. Где нас ждал Манчестер Сити? Это та самая команда, которую мы обыграли в финале Лиги Чемпионов прошлого сезона. В этот раз мы их победили в первом матче 3-0 и в ответном матче победили также со счетом 3-0. 6-0 получилось, на мое удивление, без шансов. Но куда более без шансов получилось во втором полуфинале. Там Барселона сыграла с Челси и общий счет был 10-2. Именно как раз таки с Барселоной нам и предстояло сыграть в финале. Матч получился довольно-таки близким, закончился он со счетом 1-1, и в овертайме также никто не отличился, и все решилось в серии пенальти. К сожалению, 3-1 получилось в пользу Барселоны. Поэтому получается довольно любопытная ситуация, у нас уже 3 финала Лиги Чемпионов подряд, но из них мы выиграли только один, второй наш финал. Могли по сути повторить то самое легендарное достижение мадридского Реала, который выиграл 3 Лиги Чемпионов подряд, но увы не сложилось. Но даже так это куда круче, чем сезон прошел у РБ Лейпцига. В целом в чемпионате они не так, чтобы прям плохо выступили, ну а в кубке уже по классике вылетают слишком рано, в этот раз в 1/16 стадии. Ну и Лига Чемпионов, 1/8 стадия, в целом неплохо, но это не прорыв. Команда за все сезоны Лига Чемпионские, которые мы здесь видели, ни разу дальше 1/8 стадии не доходила. И здесь ничего нового не произошло. С учетом того, что вот этих молодых футболистов игра убивает, и у них рейтинг становится ниже, понятное дело, что спустя несколько сезонов он потянется, но до этого еще далеко. Поэтому это, конечно, не очень хорошая тенденция, что даже с такими крутыми усилениями команда почему-то не справляется.
Но давайте не будем загадывать наперед и посмотрим, что ждет РБ Лейпциг в следующем 14 сезоне. Во всяком случае, я очень соскучился за трофеями как раз таки со стороны РБ Лейпцига. И надеюсь, что я их увижу в следующем выпуске. Ну и также надеюсь, что вам понравилось это видео. И если это так, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, если вы впервые и хотите продолжать следить за моим контентом. Нажимайте на колокольчик для уведомлений и желаю вам успеха и надеюсь увидимся в следующем выпуске.